Уже третью неделю подряд биткоин никак не может получить уверенную поддержку выше уровня 60 тысяч долларов и наконец-то начать активный рост. Из этого сейчас всех интересует вопрос, как долго может продлиться эта затяжная консолидация и что нужно для того, чтобы биткоин как можно быстрее пробил новый исторический максимум. Друзья, все максимально просто. Для роста биткоина нужны хорошие новости и положительные события, которые нас ждут уже на этой неделе. Во-первых, на днях опубликуют протоколы FOMS, которые помогут нам определить дальнейшие шаги ФРС касательно снижения процентной ставки в сентябре. Фондовый рынок США уже в предвкушении смягчения денежно-кредитной политики, ведь акции растут, в то время как индекс доллара активно падает. Но во-вторых, еще более важным событием для экономики Америки и многих других стран станет ежегодная закрытая конференция в Джексон-Хоул, куда могут попасть только крупные банкиры, финансисты, а также председатели центральных банков, как, например, глава ЕЦБ Кристин Лагард. И именно на этой встрече выступит Джером Пауэлл с комментариями по инфляции. И вероятно он не обойдет стороной обсуждение понижения ставок ФРС. А низкая ставка – это ключ к росту рискованных активов и, конечно же, крипты. Также в сети активно обсуждают предстоящую разблокировку криптовалюты в Китае, что может полностью перевернуть криптоиндустрию, ведь Китай является одним из лидеров по майнингу биткоина. При этом китайские инвесторы отправили в рынок более 1 миллиарда долларов только за прошлый год. Именно эти и многие другие новости мы подробно разберем в этом видео. Сегодня я для вас подготовил ролик с важными событиями, за которыми стоит следить на этой неделе. Также вас будет ждать теханализ биткоина с указанием ключевых диапазонов накопления, разбор лидеров роста недели. Также я отвечу на вопрос, что происходит с эфиром и будет ли он расти дальше, и много всего другого. Поэтому поддержите нашу работу лайком, и чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем раньше выйдет новое интересное видео. Вам, как всегда, спасибо за поддержку. Всем приятного просмотра. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, на крипторынке началась новая неделя, и в ближайшие дни нас ждут несколько важных событий, которые потенциально могут повлиять на биткоин и остальные монеты. Поскольку в последнее время цена биткоина очень сильно зависит от экономики США, нам стоит обратить особое внимание на две вещи, а именно протоколы FOMS, или так называемые минутки ФРС, которые покажут реальные шансы на снижение ставки, а также ежегодную конференцию в Джексон-Хоул, которая пройдет с 22 по 24 августа. И, кстати, об этих важных событиях первыми, как всегда, узнали подписчики нашего Telegram, благодаря утреннему дайджесту, который был опубликован в понедельник. Ведь пока вы еще спите, наши редакторы уже собирают для вас подборку актуальных новостей, чтобы с самого утра вы были в курсе происходящего на крипторынке и не только. Поэтому обязательно подписывайтесь, ведь результаты всех отчетов, включая протоколы FOMS, мы первыми публикуем именно в Telegram. Но что из себя представляют эти протоколы? По факту это отчет прошлого заседания, которое проводила ФРС. И в данном случае 21 числа мы получим краткие тезисы встречи Федеральной резервной системы, которая была 31 июля. Почему это важно? Да потому что так мы максимально точно сможем узнать, что нас ждет на заседании в сентябре. Конечно, ни для кого не секрет, что ставку снизят, но вопрос в том, насколько. На 0,50 или все же на 0,25%. Сейчас вероятность снижения на целых полпроцента упала, почти до 20%, и шансы понижения на 0,25% больше. Тем не менее, после протокола FOMS картина может измениться. Для биткоина это открывает два потенциальных сценария. Первый, при котором ФРС снижает ставку на 0,25%, и мы с вами продолжаем консолидацию. Ведь по факту понижение уже учтено в цене битка. Либо второй вариант, когда минутки ФРС покажут, что Пауэлл не будет мелочиться и понизит ставку аж на 0,5%. Это будет более положительный фактор для биткоина, из-за чего он может наконец-то зафиксировать поддержку выше уровня 60 тысяч. И именно поэтому нам стоит внимательно следить за этим отчетом. Но на следующий день после протокола FOMS нас ждет еще одно более важное экономическое событие, а именно ежегодная конференция в Джексон-Хоул. Это такое мероприятие для верхушек финансового сектора, на котором будут председатели центральных банков экономически развитых стран, как, например, Эндрю Бейли, глава ЦБ Англии, Кристин Лагард, председатель ЕЦБ, управляющий банком Японии Кадзо Уэда и другие. Но главным хедлайнером этой вечеринки является, конечно же, Джером Пауэлл.
Его выступление, которое пройдет 23 числа, будет в центре внимания, потому что это единственное, что публично покажут простым смертным с этого закрытого мероприятия. Причина, по которой инвесторы будут внимательно слушать каждое слово Пауэлла, также заключается в предстоящем цикле понижения ставок. Ведь Пауэлл наверняка прокомментирует текущее состояние экономики и, само собой, инфляции. А учитывая, что она уже упала ниже 3 и осталось только 0,09% для победы ФРС, есть потенциал услышать от Пауэлла, что ФРС сделает первое понижение в сентябре. Но опять-таки, конверт с решением по ставке в сентябре уже готовый лежит на полке и ждет своего часа. Вопрос остается в том, будет ли понижение в ноябре и декабре, а получить хоть какую-то информацию по этому поводу мы можем именно во время симпозиума в Джексон-Хоул. Фондовый рынок уже готовится к понижению ставки, и многие акции, как, например, Nvidia или Tesla, превышают 10% роста за неделю, в то время как индекс доллара приближается к минимальным уровням начала года, теряя 2,5%, а большие инвесторы продают облигации, доходность которых падает на глазах. Вот только криптовалюта пока что не спешит нас радовать активным ростом, ведь рынок застрял в фазе консолидации, которая длится уже более 3 недель, особенно если смотреть на движение биткоина. Но может быть крипту спасет Поднебесная? Ведь сейчас в Твиттере активно обсуждают слухи о снятии запрета на крипту в Китае, который еще с 2017 года бил по рукам всех китайских трейдеров, которые пользовались криптобиржами. В последние несколько дней было огромное количество твитов и новостных заголовков, что Китай разбанит криптовалюту. При этом ни один пользователь не подкрепляет официальную информацию. Но больше всего внимания привлек основатель сети Tron, или китайский Илон Маск Джастин Сан, который в воскресенье написал: «Китай снимает запрет на криптовалюту. Какой мем лучше всего подходит для этого?» И, кстати, многие предложили китайский Пепе. Это не первый раз, когда появляются подобные слухи, ведь буквально 14 июля гендиректор Galaxy Digital Майк Новоградц по поводу разблокировки написал: «Если это правда, а я слышу об этом уже второй раз за несколько недель, то это огромное событие». Но с тех пор его твит был удален, потому что, как я сказал, официальной информации или хоть каких-то подтверждений, конечно же, нет. Несмотря на строгое регулирование, Китай остается мировым лидером по майнингу биткоина. Да, в Китае есть много вот таких фирм, которые работают подпольно. Но знаете, почему Китай не будет разблокировать криптовалюту? Потому что, во-первых, это подорвет политические цели, а во-вторых, усилит отток капитала из финансовых рынков. Ведь китайские инвесторы даже сейчас активно покупают биткоин, который страхует их от инфляции юаня, а также кризиса в секторе недвижимости. Поэтому в ближайшие годы позиция Поднебесной касательно крипты вряд ли изменится. Но если честно, даже в условиях запрета Китай один из лидеров по майнингу. И китайцы принесли на рынок более 1 миллиарда долларов только за прошлый год. Так что по факту разблокировка кардинально ситуацию не поменяет. И таким образом учитывать это как фундаментальный фактор для будущего роста мы, к сожалению, не можем. Тем не менее, в начале недели были и другие новости, которым все-таки удалось поднять цены некоторых монет, как, например, Aptos, который вырос из-за того, что Tether запустили USDT на его сети с минимальными комиссиями. И уже на эту новость обратили внимание аналитики нашей подписки Coin22 Pro, потому что они зафиксировали повышенную активность покупателей около первой ключевой поддержки, после чего заранее предоставили всем участникам Pro четкие точки входа в лонг, на котором мы сразу заработали от 80% профита. Но зарабатывать можно не только на росте, но и на падении, ведь под конец прошлой недели мы закрыли в плюс 75% шорт по монете Matic, и такие прибыльные сделки публикуются ежедневно. Также мы предоставляем пошаговое обучение, которое поможет каждому новичку освоить торговлю абсолютно с нуля. Причем все уроки подкрепляются практикой со специалистами, и с вами 24/7 будет наша поддержка. Но еще кроме торговли, вас также будет ждать индивидуальный подбор прибыльного спотового портфеля в долгосрок. Мы работаем на рынке уже более 2 лет, и каждый день стараемся над тем, чтобы вы получали качественный продукт и лучший сервис. А чтобы убедиться в этом лично и уже сегодня получить первую прибыльную сделку, переходите и напишите нам по ссылке в описании. С экономическими новостями США, а также Китая мы разобрались, теперь предлагаю перейти непосредственно к нашей любимой криптовалюте. Во-первых, давайте немного поговорим об изменениях в составе топ-10 криптовалют. Ведь в начале недели на лавку запасных отправилась ADA, капитализацию которой обогнал Tron, потому что TRX вырос на 7% в понедельник и более чем на 13% за последнюю неделю, в чем помог же его создатель Джастин Сан. Но что он сделал? Джастин Сан использовал козырную карту и запустил платформу для мемкоинов на сети Tron.
под названием SunPump, которая только на старте получила более миллиона TRX в виде комиссий. А Justin Sun подогревает интерес и пишет, что недавно запущенные токены через SunPump могут скоро залиститься на большие биржи. В принципе, Sun опробовал старую схему, которая активно пользуется Solana, а именно создание популярных мемов, которые повышают транзакции, комиссии и, соответственно, спрос на внутренние токены сети. Но очень часто такой допинг приводит к резкому обвалу цен, как только интерес к мемкоинам падает. Поэтому, несмотря на то, что я часто пользуюсь сетью Tron, целенаправленно в TRX я не инвестирую, из-за чего рекомендую внимательно следить за его ценой и, конечно же, стараться покупать на откатах, причем разными партиями. А вот еще одним интересным лидером начала недели стал Тон, который вырос более чем на 10% за неделю. Во-первых, еще 14 августа фонд Тон запустил Тон Ventures стоимостью 40 миллионов, поддерживающий ранее проекты, основанные на блокчейне Тон. В тот же день протокол Injective объявил о своей интеграции с Toncoin. А из последних событий HashK Group, это поставщик финансовых услуг в сфере цифровых активов Азии, объявил о партнерстве с мини-приложением Telegram. А технические данные Тон также в порядке, ведь новые пользователи сети растут, TVL растет, и это отражается на цене. Поэтому если вы, как и я, холдер Тон, то докупать можно вот в этих ключевых диапазонах. Ведь лично я жду первый уровень около $10, что возможно в долгосрочной перспективе за счет таких локальных новостей, ну и конечно же благодаря общему росту рынка. А вот если уже говорить о всем рынке, то его движение напрямую будет зависеть от биткоина. Поэтому предлагаю перейти к десерту и все-таки разобрать, что именно сейчас происходит с биткоином и чего нам следует от него ждать в ближайшее время. На данный момент главный вопрос, сможет ли биткоин закрепиться выше уровня 60 тысяч. В период с 16 по 18 августа его рост составил 4,3%, но затем он стер этот рост, не сумев удержаться выше поддержки на уровне 60 тысяч, и цена скорректировалась до уровня 58,5 тысяч, в то время как S&P 500, а также золото почти пробили свои исторические максимумы 19 числа. Это говорит о том, что движение не было связано со сторонними факторами. Но если говорить о продолжении падения, у меня для вас есть данные, которые сигнализируют о том, что давление продавцов на биткоин постепенно падает. Например, данные от CryptoQuant, которые дают информацию о циклах прибыльности майнеров, свидетельствуют о том, что давление со стороны майнеров на продажу биткоина ослабевает. Кроме того, этот показатель очень сильно снизился во время бычьих циклов 16 и 20 года, когда биткоин рос. Похожую картину можно наблюдать в этом году. Это говорит о том, что потенциальный период коррекции цен приближается к завершению, за счет чего окончание этой коррекции может усилить начало булрана к концу третьего квартала этого года. И учитывая последнее движение биткоина, то остаток августа мы скорее всего проведем в режиме консолидации, но тем не менее это будет подготовкой к сентябрю. По факту биткоин имеет тенденцию выходить в параболитическую фазу цикла примерно через 160 дней после халвинга. И если история повторится, то биткоину может потребоваться чуть больше месяца до активного роста, а это конец сентября. Также обратите особое внимание на вот этот график. Биткоин реально может готовиться к росту, благодаря растущей глобальной денежной массе, которая называется М2. Это общая денежная ликвидность, которая сейчас активно пампит фондовый рынок. За последние 10 лет биткоин имел тенденцию к падению за несколько месяцев до дна в глобальном М2. Затем он резко растет, сильно опережая ликвидность и имеет коррекцию в середине этого цикла. А растущая глобальная ликвидность за счет движения массы М2 в сочетании с ETF-ами создает идеальные условия для биткоина. Но давайте лучше рассмотрим движение биткоина на графике. Цена биткоина продолжает консолидироваться между уровнем 57 и 62 тысячи или уровнями коррекции Фибоначчи 38% и 61%. В данном случае максимум мы отмечаем 29 июля, а минимум 5 августа. В понедельник биткоин торговался немного выше. Давайте предположим, что биткоин поднимется обратно до уровня 61% коррекции Фибоначчи на уровне 62 тысячи. В этом случае он может найти некоторое сопротивление, поскольку оно совпадает с пробитой линией тренда и 100-дневный EMI около уровня 62 200 долларов, что делает его ключевой зоной сопротивления. Неспособность пройти это сопротивление может привести к падению до первой поддержки, которая находится в диапазоне 57 тысяч. Также на дневном графике индикатор RSI и осциллятор AO торгуются ниже своих нейтральных уровней, что говорит нам о слабом бычьем импульсе. Но как только мы открываем недельный или месячный таймфрейм, то индикаторы сразу горят зеленым. Это говорит нам о том, что в долгосрочных рамках биткоин имеет большие перспективы, но вот в локальных, пока он не закрепится выше уровня 60 тысяч, роста мы скорее всего не увидим, как минимум до сентября. Но время мы зря терять не будем, и пока на графике цена торгуется возле вот этих трех диапазонов, то лучше всего увеличивать свои объемы в биткоине. Что касается эфира, то он торгуется в узком диапазоне с поддержкой на уровне 2300 с 9 августа, сохраняя прочную поддержку на уровне 2500. Однако это на 20% меньше, чем 3
3 недели назад, когда эфир закрылся в июле выше уровня $3300. Это снижение следует за более широким сокращением цен на всем рынке, но у эфира есть свои проблемы. Децентрализованное приложение сети Ethereum за последние 7 дней, а также комиссия эфира упала до 5-летнего минимума. Хотя более низкие комиссии за газ могут показаться хорошей новостью для обычных пользователей, но есть один подвох. Снижение комиссии указывает на то, что меньше эфира сжигается во время транзакций, что в свою очередь увеличивает общее предложение, которое выросло на 60,5 тысяч. Вот поэтому цена постепенно падает, а также продолжает консолидацию. Вот только эфир – это главный альткоин. Он по-прежнему торгуется в восходящем тренде и сильно превосходит другие монеты. Такая тенденция продолжится, и я в этом уверен. Вопрос только во времени, за счет чего я эфир не продаю, а продолжаю его держать в своем портфеле. И конечно же дальнейшее движение эфира будет также зависеть от биткоина, который в принципе диктует главные правила на этом рынке. Именно поэтому нам стоит следить за протоколами FOMS и конференцией в Джексон-Холл, потому что эти события могут активизировать рынок и поднять его волатильность, так что будем внимательно следить. Ну а напоследок пару новостей, которые касаются политики. Ведь сообщается, что Камала Харрис повысит ставку корпоративного налога с 21 до 28%, что скорее всего негативно отразится на ее предвыборной кампании. Также, по некоторым данным, Камала хочет поставить Генслера на пост министра финансов. Тем не менее, Трамп также активизировался и заявил, что предоставит американцам гигантское снижение налогов, и сообщается, что Трамп предложил Илону Маску одну должность в кабинете министров, а также на посту советника, если Трамп выиграет выборы. Конечно, на бумаге для криптовалюты лучше подходит Трамп, но по факту даже несмотря на выступление на биткоин 2024, я бы не стал ему верить на 100%, и вряд ли все его обещания, которые касаются крипты, он выполнит. Сейчас идет активная предвыборная гонка, и конечно же ему нужно эту гонку победить любыми способами, хотя я заметил, что в Твиттере многие сообщения не подкрепляются официальной информацией, за счет чего это может быть просто рекламная кампания, которая агитирует избирателей выбирать Трампа, из-за чего такие новости обязательно стоит проверять. А что касается победы Трампа и его влияния на крипту, как говорится, время покажет. А мы будем за этим всем следить и делиться самыми важными событиями в нашем телеграм-канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ставьте лайки, пишите комментарии, ведь мы отвечаем на каждый. И увидимся с вами уже в следующем видео. Так что вам желаю хорошей и максимально прибыльной недели. Всем удачи, до скорых встреч!